Zombie Apocalypse. Всем привет, всем привет, всем привет, с вами Танек. Сегодня у нас очередная музыкальная реакция. Hello everyone guys, this is Not Okay Gaming here. Welcome to another music reaction video. Today is unusual reaction, because yesterday I heard on someone's stream, maybe you familiar with this guy who streams this song, and I recognize a familiar voice. And it was Hansi Kirsch, like, yes, from Blind Guardian. And like, wait a minute, this Blind Guardian song for sure. But I didn't hear it. Like full version. And now, today, here we are. Reaction video, Blind Guardian, Wheel of Time. Итак, вчера на стриме, вроде бы, да, по-моему, это был стрим, какую-то часть видео вот этого произведения услышал и такой, это ж знакомый мне голос, это Ханси Кирч, Blind Guardian, 100%. То есть я с самого начала, ну как, не услышал это, то есть я не full версию не расслышал, я слышал только уже эндинг, так сказать, часть. И я такой подумал, блин, надо делать реакцию, потому что мне очень трек понравился, именно вот часть его, то, что я прослушал. Это было супер круто. Итак, и сегодня мы здесь. У нас Blind Guardian, Wheel of Time. Слушаем. 3, 2, 1. Стартуем. Восточный мотив. Melody of East. Блин, ну Blind Guardian, конечно, это вообще, я не знаю, это, блин, пионеры Power Metal. Сколько их слушаешь, я вот... Кажется, что я это где-то слышал, но все равно это как будто первый раз. То есть, насколько у них именно атмосферные вот эти песни, да? Мы все знаем песню Барда, да? Где поют весь стадион, особенно Вакен. То есть это просто легендарно. Вальхалла и так далее. Mirror Mirror, там Nightfall. И можно перечислять и перечислять. То есть там просто атмосфернейшие треки. Тут у них, опять же, вроде как мелодия Востока, она не связана вообще никак. По сути, с жанром, с рок, с металлом она не может быть связана, потому что это как бы противопоказанная история друг против друга, но... А здесь оно переплетено. И ребята на максимум раскручивают эту тему, потому что они именно в фэнтезийном мире одни из самых первых, кто вот именно погрузил слушателей в этот фэнтезийный мир, особенно мира Властелина колец, за что очень многие
ультра много фанатов, ультра, не знаю, какие эпитеты подобрать, ультра катапульта, сколько хочешь. Кучу, тучу, тысячи, миллионы фанатов по всему миру именно во вселенную «Властелина колец» привели, и наоборот, обрели куча фанатов благодаря тому, что именно в этой вселенной у них основная, да, такие самые крутые песни. Но именно постоянно аж до мурашек именно вот атмосферность. Вроде бы, что за характеристика такая? Кажется, что, ну, типа, как будто ты там, да, вот внутри этой песни, ты там где-то происходишь, какие-то с тобой события происходят, как будто ты погружаешься в какой-то мир фэнтезийный, да, и вот эти все события происходят у тебя на глазах, или ты прямой свидетель, сам в них принимаешь участие. Вот у них, я вот такую характеристику даю, вот их в основном 95% трекам, вот такая вот характеристика моя. Поехали дальше. Скрим, конечно, у Ханси просто космос. Проигрыш просто. Фу. То есть вроде бы, да, перерыв такой, да, небольшой, ну как, относительно небольшой на проигрыш, но проигрыш тебя оставляет, я же говорю, он тебе не дает расслабиться, он как бы постоянно держит тебя в этой атмосфере вот этого вот движения, вот этого всего происходящего, то есть вот это вот Wheels of Time, да, получается, течение времени, да, то есть это именно про вот это вот всю историю, как бы, ну, круто, ну, просто круто. Поехали. Песня так-то длинная, я думаю, здесь будет... Переход, да, уже?
Вроде бы и в этом у них получается уникальность вот ихнего, сколько я Blind Guardian тоже вот, говорю, именно вот ихние легендарные треки, да, то, что я раньше перечислил. И здесь тоже показан пример, что вот у них вот эти вот переходы, кажется, с одной мелодии к другой, да, они происходят незаметно, и то есть ты типа, тебя ведут по ней так очень-очень плавно, вроде бы кажется одно и то же, да, потому что песня, по сути, не останавливалась ни на секунду, то есть не было никакой-то такой микропаузы, которая там позволит там перевести дыхание, что там типа пересобраться там перед следующим там куплетом с мыслями, а тебя ведут опять же в этой всей атмосфере, и тут уже другой ритм пошел, тут уже немножко тяжелее, да, то есть очень-очень настолько это все как именно у них вот это вот отточено, вот эти вот моменты на таком гениальном уровне, просто они красавчики, я же говорю. Но это были одни из самых первых товарищей в Power Metal, за честь им и хвала, и за то, что как бы они продвинули жанр и до сих пор продвигают, потому что ребята до сих пор могут, хотя все помнят, если кто фанат Ханси длинноволосым, да, он таким сказался своим так пацаном, а сейчас он уже такой дядька, но голос у него прям, блин, ну это просто вообще какой чувака космический голос вообще, то есть сейчас что ему полтинник, да, чуть больше, там, ну сколько ему. Тогда, когда ему там тридцатка была, 90-х, начало 90-х, то есть, да, конечно, чуть-чуть понятно, что видно изменение, но в основном все то же самое. Это как вино, что понятно, что с годом становится только лучше. То есть я только пока могу сказать про... Мало таких исполнителей есть, которые вот со временем они то как могут типа, становятся круче и четче и яснее. То есть можно перечислить, я же говорю, Ханси, Шерон, Денадель, кого бы еще? Ну, скорее всего, Флор Янсен тоже туда можно отнести. И Дреймон Дэвид. Вот моих 4, вот как по мне, топовых. Для меня, лично моих вокалиста. Если там брать женский мужской вокал Симона с эпики, типа, там пока еще такого времени сильного не прошло, чтобы так сказать, на дистанции. Хотя мы помним, что она с начала 2000-х, в принципе, уже больше полтина лет прошла, в принципе, то тоже только лучше стало. То есть Симона, в принципе, тоже можно приписывать в эту историю. Именно и вот из таких именно ярко запоминающихся, там, Power Metal, Symphonic Metal, вот именно с таких жанров, да, которые связаны с какими-то такими оркестральными темами, да, с такими какими-то оперными темами, направления, да, нашего жанра. То есть можно так сказать. Но здесь, блин, Ханси просто вау. Поехали. Опять восточный мотив. А вот эта пауза, да? Небольшая. Что вернулись на изначальную позицию. То есть сколько прошло? Трек 9 минут, и только на 5-й минуте мы вернулись, по сути, в изначальную точку, откуда мы, по сути, начинали. Это очень интересно. А до этого все 5 минут на одном дыхании были. Поехали.
разгоняют, разгоняют. Да, эпичное такое вот в конце, да? Уа! Завершение. Да, это было сильно. 10-минутный трек, конечно, не всегда. Не всегда так просто такие именно разбирать, именно 10-минутки и так далее. Но я думаю, у нас еще впереди, и у меня есть желание записать Greatest Show in the World, только с нового релиза. Я надеюсь, в сентябре, опять же, вот эти ребята, да? Blind Guardian, Nightwish, Powerwolf, Sabaton нет. Господи, фестиваль вот этот вот их вместо Вакина будет, который под ихним патронатом же. Bullhead City. Я очень жду оттуда каких-то официальных, может быть, лайв, да, записей, чтобы можно было на них записать реакцию. Просто хочу оттуда это сделать. Ну, не факт, что они будут. Мне кажется, может, они их и не будет, но будем надеяться. Будем надеяться, что вот как они, допустим, у них Wacken TV, да, есть, они там, у них свой канал, ну и они делают там записи, выкладывают, то есть хотелось бы чего-то подобного за следующую. И тогда у нас будет Blind Guardian, если он это произойдет, говорю, тогда у нас будет Bard однозначно. Ну, лайв, потому что не в лайфе Bard ну, можно, конечно, разбирать, это гениально, но когда это в лайфе, и ты видишь аудиторию, это просто, это совсем другой уровень, совсем другая история. Плюс, может быть, Вальхалла еще, если, опять же, так же будет похоже, как и в прошлый раз. Прошлый там Вакины, к примеру, да, у Blind Guardian. И у Nightwish хочу еще, если брать по длинные песни, The Greatest Show in the World. Может быть, Ghost Love Score тоже, именно свежий. Не, я говорю, не 13-й Вакин. Конечно, 13-й Вакин легендарный и так далее, но
Хотелось бы вот именно с нового лайфа, может что-то с новых альбомов там, э, может быть вообще реакцию на Full, если будет выступление именно на Full Nightwish, так что посмотрим. И на Full Blind Guardian, Full Powerwolf. Посмотрим, как будет. Никто не хочу ничего загадывать. Как бы будем по мере, как говорится, поступления материала двигаться. А это был Blind Guardian Wheel of Time. Офигенный трек. Просто офигенный. Да, эпичный такой вот, я же говорю, классное построение, что они почти 5,5 минут песня, как говорится, шла, ну, не то что от начала до конца, а вот беспрерывно. Она тебя постоянно держала в этой атмосфере. И вот только на 5 минуте 20 секунде, мы засекли, да, она вернулась в изначальный, да, цикл. И потом опять это пошла мелодия Востока и следующая часть. То есть очень интересная. И вот у них много таких песен, что вот они именно до конца держат тебя именно в атмосфере, не отпускают тебя. За это пацанам огромный респект. В принципе, такая вот реакция. Субтитры, я еще раз говорю, будут чуть-чуть попозже, как обычно. Что еще можно сказать? Все ссылочки в описании, комментарии, лайки, дизлайки, все принимается. Ссылочки на соцсети, YouTube, Instagram, Twitch, Telegram, все в описании. Всем еще раз пока. С вами был Это Не Ок. До следующего раза.